значит, твое видение, что правительство Сальвадора привлекает инвестиции для отмыва бабла. Нет, смотри, это же очень грубо, да? Я сказал то, что я думаю. Мы скажем красиво. Ну, то есть здесь безопасно в Сальвадоре. А страна сейчас стала, я тебе рассказал предыдущие страны, страна стала одна из самых безопасных. Так, давайте все сюда, у нас тут вечеринка крутая для Сервисе Авенти. И como la salsa, и бачата, или бачата, или тома сервисита. Мы можем все встретиться, да, там. Здесь ты легализован? Смотри, на данный момент официально нет. Вот попробуйте на $25 прожить в Латинской Америке. Я могу прожить. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Олегом. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Но смотри, чем я тут занимаюсь. Я вообще не знаю, как я тут оказался, это первый момент. Самое интересное, то есть сначала, когда ты двигаешься по Латинской Америке, у тебя есть план посещения стран. Но я не тот человек, который, знаешь, я беру вот это все на блокноте и разрисовываю себе картину, допустим, на 3,5 месяца. Такого нет. Ты приехал в страну, первое, что ты делаешь, раньше пролистываешь Google, да, самые лучшие места, которые ты можешь посетить. По факту не работает. Почему? Ты можешь узнать рейтинг, все, но люди это же опять как медиа, так и все остальное, которое нас вокруг окружает, оно имеет определенные искажения. То есть тебе могут информацию дать, которую ты по факту примешь как оно должное, а по факту такого не будет. И, соответственно, чтобы ты реально это узнал, самое лучшее, мой совет для людей, которые вообще двигаются по миру, да, которые начали двигаться, это приезжать, становиться частью местного колорита. Не говорю, что там прям ингресс, да, там прям погружаться, там нырять в океан там с головой. Хотя бы людей определенных, которые ты понимаешь, что у них есть какой-то экспириенс по этой стране. И уже у них узнавать, да, реально нужно поехать. Потому что таким образом я перестроил свою якобы карту там, вот эту Maps, которую ты делаешь на своих Notes, да, куда ты хочешь попасть, я ее практически полностью перекроил, кроме самых таких, элитных мест, которые обязательно надо посетить. В смысле элитных в плане того, что как ты был во Франции, в Париже, ты не увидел Эйфелеву башню. Глупо, да? То же самое и здесь. Вот. И, в общем, когда я начал двигаться, этот путь начался, получается, с Коста-Рики, Коста-Рика, потом там и Колумбия, и Никарагуа, и все это. И когда ты двигаешься по стране, ты видишь плюсы, и ты еще не понимаешь всех минусов, потому что ты латинку не видел. Соответственно, в первый день, когда я попал, во второй день, когда я попал в Коста-Рику, был в Сан-Хосе, вечерком узнал у девчонки, у которой Airbnb снимал квартиру, как часть, получается, квартира, подобие как хостела, такой элитный хостел, знаешь, ты заходишь с кодом, у тебя этот код потом через твой выход стирается, тебе обновление кода, то есть там все круто сделано в системе безопасности, то есть никаких ключей нет, все просто на кодах. Окей, я зашел туда и у девчонки спросил, где там вроде бы есть какой-то типа гипермаркета. Она такая, вот туда, я окей. Пошел, соответственно, Google Maps, как обычно, в другую сторону. Я захожу, часть также, это Capital, это Сан-Хосе, если вы представляете. Время не темно еще даже, 6:20 где-то было. Я просто иду, 2 идет чувака навстречу, там что-то без улыбки, в основном все Латинская Америка, она принята, там, Buenos días, Buenas tardes, улыбаться. И чувак просто проходит мимо и кидается на меня и начинает меня душить. Ладно, вроде бы я понимаю, что такое уличная драка, немного как-то откидываюсь, даю ему вот этой частью в кадык. Чувак опускается, а рядом с ним второй стоит, я же не знаю, что у него может нож. Я, соответственно, оттуда дёру даю. Драться, окей, я могу подраться с ним, у меня, я их повыше, но даже их двое, в основном, может, завалил бы обоих этих ребят. Но дело не в этом, я же не знаю, что у него в кармане, да. И то есть,
И понимаешь, вот первое, как бы там ни было, как бы я не любил, да, эту страну, да, ну, то есть по всем этим обзорам, у тебя уже есть на твоей хребтине уже есть ощущение, что тебя здесь не очень рады видеть. И ты такой, ё-моё, что-то, блин, не вкатила мне Коста-Рика, да, первый день. Уже, что-то мне Коста-Рика не вкатила. И такой думаешь, что кому ты сделал, да? И у тебя чувак платит деньги. Понятно, никаких денег я не дал, ну, дал только в рожу, и все. И, соответственно, убежал оттуда. Дальше что? Ну, мне это вроде бы не испортило отношения, но у меня практически та же самая ситуация произошла в Манаго. Я заезжаю в Никарагуа, да, и я такой раз, это был третий день, я просто возвращаюсь в свой отель, тогда еще отели снимал, я еще не понимал всех прекрасов, да, хостелов, вот, и я, в общем, возвращаюсь в свой этот хостел, отель, то есть, да, маленький, и по дороге просто-напросто такой там, какой-то весь прыткий такой, полуобросший, не понимаю, на что он напоминает. Этот чувак на меня такой раз, такой, дружище, братан, hola, amigo, te la $5, porfa. Я как кептас, я на тебе денеро, ¿qué te pasa, pendejo? И все, и погнали, то есть какого хрена? Я говорю, слушай, осторожно, и передо мной ножичек, понимаешь? Ну, я уворачиваюсь, как бы, вроде бы, понятно, зачем с ним драться, может прилететь же под это, ну, перо просто в тебя, и все, я, короче, раз, пячусь и обратно, то есть, вот статистика уже, да, я такой, блин, две страны, что-то на самом деле. Ты был всегда в этих странах в вечернее время? Не, ну, так получалось, да, не, ну, смотри, ты же смотришь со мной, читаешь отзывы, какой район, по крайней мере, да. В Сан-Хосе я был в том районе, где вроде бы, как говорят, никаких, блин, преступлений нет. Я сам до этого, да, загуглил аж первый раз в Латинской Америке. А тут бабах тебе в первый, ну, на второй день. Тут на третий день налетают, в общем. И тоже бабки просят. Понимаешь, я такой, у меня уже чук-чук, у меня уже первый раз это случайность, второй раз это уже статистика. Вот, ну знаешь, как бы уже такое, думаешь, окей. Закономерность. Да, закономерность такая своеобразная. Ну, статистику уже делаешь, ты уже статистические данные завел, то есть блокнотик уже записан. И что дальше? Я такой думаю, ну, блин, окей, там будет сейчас Гондурас, проехали границу, в общем, в Гондурасе у меня, получается, сумку, две сумки, с которыми я ехал в автобусе. Я когда уже приезжал в автобус, у меня полиция, говорит, посмотрели паспорт русский. Такие, говорит, можно вас попросить достать все, говорит, из сумок. Я такой, ну окей, ну первый раз я даже вопросов Это на границе? Да, на границе. Я говорю, без проблем все достал, в общем. Запихнул, в общем, у меня в эти сумки уже практически ничего не влезло. То есть, потому что я же это упихивал долго, а тут бабах у меня, в общем, какие-то пакеты еще появились, я туда уже набросал. Прошло 10 минут, в общем, эта очередь прошла, уже людей практически нет. Снова копы ко мне, можно у вас сумочки проверить? Тут уже я не стерпел. Я говорю, слушайте, ребята, может кто-нибудь уже залезет в мою сумку, я буду просто вас перетаскивать между вот этими, ну, порталами, куда надо пройти. Я говорю, вы что думаете? Я говорю, сюда, говорю, из России к вам, говорю, ну, наркоту тащу или что, какие вопросы-то? Они посмотрели уже такие глаза дикие, я ту сумку приоткрыл, он говорит, ладно, все, давай. Я обратно эти пакеты, в общем, у меня такой, ну, бардак полный с этими сумками. Все, я приехал, и после того, как я уже прошло, наверное, 3 часа, там все уже прошли, я один еще стою. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Они, bienvenido из Сальвадор. Я говорю, ну, ладно, окей, спасибо. Думаю, что-то не очень встретили. То есть в Тегусикальпе ты не был?
Где? Тегусикальпе, в Гондурасе. Не, я просто пересек границу, все. То есть я там не останавливался. Просто не было, как сказать, у меня была задача добраться до Сальвадора, потому что Сальвадор это ближайшая была точка, от которой я планировал двигать потом в Мексику. Вот, поэтому я думал, еще потом вернусь. То есть и в Никарагуа побольше побуду, и в Коста-Рике, потому что здесь 2 недели, там неделя, там, это недостаточно. И, соответственно, я такой, окей, Бенвениду, думаю, не очень встретили. И история такая, то, что я просто иду уже ближе, да, в какой-то где-то часов 6, сейчас в стороне, это примерно ближе к Санта-Текла, я двигаюсь, в общем, еще тогда не понимал, где я буду останавливаться, то есть я забронировал уже хостел, но думал, если что не понравится, перееду в другое место. Первый раз это еще пробовал хостел именно в Латинской Америке, до этого были все маленькие отели, Airbnb. А тут я уже начал пользоваться именно букингом больше почему-то, не знаю. В общем, я двигаюсь, и все, у меня пакет интернета закончился. Я такой смотрю, бабах, и, в общем, я где-то на полдороги, и у меня Google Maps, в общем, не обновляется, дата этой не сохранена нет, я знаю только название места. И чувак какой-то проходит мимо, я вижу, он торопится, и такой раз, видимо, увидел мои глаза растерянные, такой, что такое время? Я говорю, да вот, сюда нужно пройти. Он такой... Выдыхаю такой, окей, в общем, я просто увидел это, то есть не было ничего, что человек типа показал тебе какое-то отрицание, не, наоборот, то есть ты увидел, что тебе было желание именно помочь, но он реально торопился, и вроде бы, тебе согласились помочь, и ты реально, ты не знаешь, куда идти, окей, а надо было срочно попасть до 6, что ли, часов, не помню, может, там были какие-то условия. И, в общем, он со мной 24 минуты, просто он меня сопровождал туда, просто до этого места. И я такой, нет, все-таки, наверное, Сальвадор меня хорошо встретил. И дальше вот так это все, дальше и двигалось. То есть так ты попал в Сальвадор? Я попал в Сальвадор, первоначально я удивился, наверное, меня даже не сама страна поразила. Меня поразило, какие здесь люди. То есть люди, которые приходят на помощь, даже когда у них самих, в принципе, особенно нечего. Есть, немного, да, смотришь, то есть там идет человек, не сказать, что оборванец, но видно, что он бедный. И он тебе, как бы там ни говорили, там какие-то, знаешь, люди корыстные, что-то с тебя хотят там какую-то копейку забрать, ты там наклонился, у тебя 25 центов упало, у тебя их сейчас их заберут, такого нет. Везде есть такие люди, везде, но имеется в виду, что тут страна, наоборот, получилось так, что бы ты ни делал, где ты в какой-то ситуации сложно оказываешься, ты ничего еще ни у кого не просил помощи, тебе уже помогают. И это для меня это было, реально что-то такое, знаешь. Такое ощущение, как будто меня уже приняли в семью. И это дорого стоит. Я знаю, что такое. А твоя причина переезда вообще в Латинскую Америку из России с чем связана? Первоначальная причина, ты просто-напросто, если ты планировал, допустим, где-то около 11 лет попасть в языковую среду английскую, и ты планировал попасть в Ирландию, изначально я планировал Ирландию, это 11 лет назад, финансово что-то не сослось, программа, которая планировалась, и после того, как был 2008 года обрушение на маркетах, Fannie Mae улетели, все ипотечные кредиты, там было потеряно денег где-то за ночь порядка $5000. Я такой, окей, мне, наверное, сейчас пока не хватит. И вот до этого момент получился так, что ты, когда уже работаешь в международной компании, у тебя есть возможность накопить какой-то объем подушки определенный на какое-то время. И когда все произошло, есть выбор простой. То есть ты не согласен, как бы там ни было, не согласен с политическим строем, но у тебя есть два возможности. Ты идешь в какое-то место, допустим, непригожее, да, либо ты будешь лишен свободы в любом случае. А зачем это нужно? Я не считаю, что я чему-то там должен, кому-то должен. У меня была служба срочная, я все это понимаю прекрасно, но против людей, которые являются твоей же частью страны и твоими друзьями, это глупо. Поэтому тут политическая составляющая, при этом она упирается очень просто. Она упирается в том, что тебе просто уже в своей стране стало некомфортно. Каким образом? Почему некомфортно? Не только потому, что тебе навязывают что-то делать. Потому что у тебя
в течение 3-4 дней улетает твоя компания, которая тебе позволяла чувствовать себя очень финансово комфортно, как люди, не знаю, которые там имеют 3-4 высших образования и зарабатывают меньше. А ты просто, находясь в oil and gas industry, ты можешь спокойно там зарабатывать как директор предприятия, какого-то русского предприятия. Да? Блин, это о чем-то значит. И в 3 дня это все потерялось. То есть у тебя перед тобой 2 выбора. Есть стол, на котором все разложено, он сервирован, и на нем уже еда. И есть пластиковая раскладушка какая-то, да, на которой поставлены тарелки, и туда бросили как бы кусок, ну, какой-то, не знаю, там, какой-нибудь быстро растворимой лапши, да. Ну, что ты выберешь, как нормальный человек? Ты выберешь там, где будет комфортно, там, где будет комфортно, там, где будет вкусно, и там, где просто... Там, где тебе не будут говорить, что ты вот с этого стула не имеешь права никуда двинуться. А здесь я могу выйти куда хочешь. Мне никто не говорит, что здесь я не должен делать это, я не должен сделать это. Ну, то есть я не говорю, что надо какую-то анархию создавать, но когда у человека забирают свободу, единственное, что он может сделать, он выбрать, чтобы все-таки быть свободным. Вот. Сколько ты здесь уже в Сальвадоре находишься? В общей сложности, получается, 1 год и 9 месяцев. И чем здесь занимаешься? Ну, получается, когда приехал, понятно, что не планировал вообще работать в плане того, что как здесь местные работают. Во-первых, для того, чтобы ты законно мог здесь работать, тебе необходимо, соответственно, либо право на место на жительство, да, резиденция, либо как минимум какой-то деловой как бы контракт деловой. То есть первоначально, когда заезжал, представляешь, да, какой у меня был уровень языка. Ну, то есть ты начинаешь с нуля. Вот, то есть просто какое-то было издалека понимание, что какие-то слов, потому что раньше я изучал там итальянский, но все равно он был не свободен, он был на каком-то уровне, там интермедиат даже меньше. И, соответственно, ты когда заезжаешь, понимаешь, что сходу тебе никто не предложит работу, к которой ты привык, те деньги, к которым ты привык. И люди здесь работают за 10 раз меньше зарплату и считают, что это неплохо. И не потому, что я там без денег, я не хочу работать. Принципиально я понимаю, что я могу выбрать 2 вещи. Я могу инвестировать в свое время и чему-то обучаться, чтобы, допустим, к примеру, не работать год или 2, посвятить этому именно саморазвитию, и после этого получать, как сказать, обратный свой профит, бенефисио. Если ты не получаешь свой бенефисио, это значит, в какой-то момент та подушка безопасности, которую ты готовил, она растворится. То есть у тебя нет обратного вливания денег, у тебя деньги только уходят, проживание. И, соответственно, очень просто стало. То есть я попал в такой хостел, который совершенно случайно попал, я не знаю, как туда попал. Вот я просто шел, проходил мимо, я увидел этот хостел, и мне как будто дернуло сюда: братан, здесь надо зайти. Окей, я захожу в хостел, мне говорят, да, здесь у нас есть койко-место, можно, если ты долго будешь жить, даже за $8 можем договориться. И вот первоначально я только заехал, уже практически сразу начал платить тариф уже, то есть там на 2 бакса меньше, то есть как будто то, что я заехал надолго, на месяц. То есть $8 в месяц? Не, ну реальные цены, ты же в Сальвадоре, ты че? Ну где ты? Наверное, тут все приедут завтра, скажи такой: вау, ребята, 8 баксов. Все, я... Какой хостел, да, вот, я потом расскажу. И в сутки, нормальная цена десятка, $10, но это дешево в любом случае, даже небольшой квартирки. Ну, небольшие квартирки можно здесь найти за 250, но это сложно. Это местные только найдут, или те, которые становятся местными. Вот, и в общем, получается, мне уже тогда сделали вот такой скидос. Я такой, ну окей. И потом, когда начал периодически просто менеджер, то есть мы начали как бы коммуницировать, соответственно, ты понимаешь, что ты приехал, а тебе сложно, тебе просто сложно общаться, даже ты знаешь английский язык, немного где-то там знаешь итальянский, когда-то говорил на французском, и все равно ты понимаешь, что здесь ты никто, но в плане того, что в разговоре, ну, ты 2-3 слова понимаешь, и потом все, ты слэш плывешь. И просто понял, что да, вот почему именно хостел, потому что общение настолько оно
компактно и настолько оно multicultural. То есть ты можешь зайти, сейчас говорить с калифорнийцем, да, буквально подходит австралиец, парняга, который пришел серфить, допустим, на Эльтунко. Этот подходит, приезжает эквадорец, чилиец. После этого заходит русский, но это только раз в 3 месяца, это очень редко. И такой, о, здорово, привет, а как у тебя дела? Акцент. И чувак уже долго пожил, и все, уже появляется акцент. Я говорю, нормально, что-то ты, говорю, какой-то что-то ты как-то подменялся же, у тебя же акцент не русский. А нет, что ты, братан, обижаешься? Раз такой, И, видимо, да, как возврат, да, все-таки подкоренное вот этого знания своего языка, и он, да, не сразу, но через несколько минут он начинает разговаривать без акцента, но сначала акцент английский или еще какой-то. И то есть, и ты потом немцы, французы, да, и вот это все, представляешь, за день бывает в хороший день. Я не говорю, что это хороший день, ну, мы же все поняли. Хороший день, да. 15 человек, представляешь? То есть 15 стран, может быть, за день. И представляешь, как вот это весь котел, и сначала просто белый шум. Все. Ты различаешь, здесь немецкий, французский, да, тут японский, китайский, это быстро все различается. И когда уже диалекты какие-то пошли, люди там с Перу, с Чили, испанский разный, мексиканский совсем другой. Я когда начинаю общаться с мексиканцами, тоже начинаю адаптировать его испанский, потому что они сразу же. Чили это вообще своя, а Аргентина я пока еще не готов. Ну, то есть я разговариваю, но это все равно я буду где-то максимум на 55-60%, потому что они очень быстро говорят. Каталуния тоже, часть Италии, но тоже у них свой акцент. Они говорят, они хорошо, часть Испании, но они тоже говорят также на испанском, но когда они начинают периодически дробить язык на каталонский, переключаться, это вообще жесть. Поэтому вот так и начинается, понимаешь? И люди просто-напросто видят, что все открыты. Приезжают музыканты, приезжают какие-то артисты. Была группа ребят, которые снимали очень крутое видео там для, скажу, какой-то платформы. На них также одновременно что-то около 1,5 миллиона в YouTube там подписчиков. То есть там серьезные ребята приезжают. Они же не заехали в Хилтон. Они не приехали в Хилтон. Почему? Вот. И как раз заезжают такими какие-то есть, допустим, Wild Wolf. Приехала молодая, то есть молодая пара. Я не знаю, ребята стоят на кухне, я тут с ними начал разговаривать. Они такие, такие глаза потерянные, а время выдачи, так сказать, бесплатного кофе закончилось. С 7 до 10, там не волнует всех, откуда ты приехал. Кофе закончилось, ребята, хотите, делайте свой. Ну все, как бы нормально. Я со своей этой, знаешь, la macchina italiana, mi si deve preparare un caffè, un po'. Я такой с ней тут понтую стою, начал ее мыть. Они на меня смотрят такими жалостными глазами. Видно, ребята хотят кофе, и они даже не знают, где его купить. Они приехали первый день. Я такой, ребят, что, говорю, там, на английском общаемся, что, кофе хотите? Они такие, да, можно кофе, там прям вообще такие глаза. Я говорю, да без проблем сейчас сделаем. Сделал, в общем, одну заварганил себе, разлил на троих. Они попробовали, такой кофе, где вы брали? Это, наверное, очень дорого. Я говорю, здесь, говорю, в Сальвадоре, говорю, можно найти кофе просто без какого-то бренда. Вы можете просто купить кофе на какой-то финке. Финка это, то есть плантация, да, кофейная. И он будет безо всего, просто пакет. Но то, что там будет, поверьте, вы это не забудете. Это будет что-то. Так ты работаешь, получается, в хостеле? Я, получается, нет. Я вообще не работаю. Я сейчас, да, я безработный. Официально я безработный. На что живешь? У меня есть какие-то определенные сбережения. И плюс то, что чем я занимаюсь. Периодически, соответственно, тот же самый хостел, какие-то друзья, у меня есть, занимаюсь, допустим, апгрейд ноутов, да. То есть то, что не надо паять под микроскопом, я могу сделать. То есть какие-то вещи, чистка системы. То есть, грубо говоря, железо, все это чистится, да, плата скидывается, что такие ноутбуки, что MacBook, допустим, я тоже могу также разобрать. Раньше для меня это было страшно, там 185 болтов, куда мне это все девать? Все равно болтик какой-нибудь останется. Сейчас уже нормально все собирается обратно. То есть я скидываю всю эту систему, я не пытаюсь там какие-то, знаешь, и сказать, что я охрененный крутой сервис. Я просто-напросто делаю вещи, которые я умею делать. То есть после меня ноутбук запустится, он будет включаться, он будет работать, если он до этого работал, по крайней мере.
Вот. А я не говорю, что там буду что-то паять серьезно, но что-то простые вещи я сделаю. То есть я не электронщик, я просто этим мне нравится заниматься. Плюс мне нравится заниматься там, апгрейдить систему, что-то там пилить, чтобы тебя винда не проверяла, какие-то вещи там настраивать. То есть, ну, такие вот штуки. За это, соответственно, вот какие-то деньги для того, чтобы покушать было. А, соответственно, хостел – это то, что ты можешь 2-3 дня остаться просто в качестве, получается, registration desk и делать check-in, check-out. Все, ты сделал check-in, check-out, проверил там, встретил людей, показал им, куда заселиться, объяснил правила хостела, все. За счет этого у меня получается проживание бесплатно. Все, то есть как бы волонтер, соответственно, для того, чтобы не платить за свое проживание. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Цель вообще длительного нахождения. Изначально это было, я начал, соответственно, обучаться трейдингу. Это дело, я понял, что без 150 грамм не вытянешь. Соответственно, чем дальше, тем больше надо наливать, потому что это дело опасное, но понимаешь, да, когда фьючер летают у тебя в просадку, когда у тебя открыто, допустим, 10 позиций, и 10 позиций в просадке на $1500, ты понимаешь, что это как бы серьезно. Вот. И когда у тебя нет риск-менеджмента, когда у тебя нет на марже обеспечения 1:3 хотя бы, слив депозита это гарантированно, что и произошло. То есть как бы в какой-то из дней я даже стесняться не буду. Я считаю, я наоборот должен сказать ребятам, которые начинают заниматься, что вы обязательно сольете. Вы обязательно сольете, если вы не будете делать элементарный риск-менеджмент для своих инвестиций. И неважно, чем вы занимаетесь. Это будет фьючи или какие-то опционы или еще что-то. У вас, минимально у вас маржа должна быть всегда 1:3. Я начал торговать так, что сначала у меня было 1 к 1, и потом я понял, что как зашибись, почему нет, $4500 в месяц прилетело, нормально, почему нет, давай увеличим. Мы увеличили, плечо увеличилось уже, получается, вместо 1 к 1 у меня уже было 0,5 к 1, и, соответственно, когда пошла просадка резкая, когда биток дал такой четкий отбой от уровня, и улетел, пробил уровень, и улетел там на 43, и вот тебе и до свидания. Десятка улетела просто в небеса. А ты шортил, что ли? Нет, зачем, там не надо было шортить, я потом уже... А зачем шортить, если у тебя позиция открыта в лонг и у тебя идет обратный ход, у тебя монета идет в обратку? Смотри, ты шортят. Можно, смотри, для того, чтобы я спас все-таки 3 позиции, именно для того, потому что когда уже улетело реально серьезно, я понял, что
по принципе, потому что сейчас накопление идет, и я думаю, что сейчас оно со мной еще на 20-очку улетит, ну не на 20-очку, в смысле по альте, да, там порядка 20% улетело, а биток улетел еще на 8% ниже. Так вот, я до того, как он улетел на 8, я открыл на самые страшные 3 позиции, я открыл шортовые позиции. То есть просто-напросто, чтобы хотя бы этими позициями я мог где-то в какой-то части закрыться и закрыться в минус, но не ликвидировать позицию. Соответственно, все, что я открыл, в итоге все шорты нормально закрыл. То есть я закрыл, грубо говоря, 2 закрою просто в ноль без убыток, и 1 там было какие-то там $360. То есть я спал с позицией. Значит, ты трейдер. А? Ты трейдер. Ну, нет, я себя трейдером назвать не могу, я ученик. Ученик. Трейдером я называю человека, которому нет разницы, что торговать. Ему нет разницы, какой ты инструмент торгуешь. То есть ты заходишь на фондовый рынок, ты торгуешь S&P, ты торгуешь ETF, ты торгуешь фьючи, ты торгуешь крипту, все что угодно. Я точно не трейдер, я просто-напросто сейчас, начиная где-то с года назад, я обучаюсь этому. И обучаюсь, чтобы это не было казино. Потому что сейчас это уже перестало быть казино, но когда, как говорят, один умный трейдер сказал, когда ты начинаешь торговать в ноль, это уже хорошо. А если ты стабильно там к своему, многие будут угорать надо мной, которые в крипте, если ты к своему депозиту каждый месяц начинаешь прибавлять уже хотя бы 1,5%, это уже неплохо. Но в крипте нормально добавлять 10% в месяц. То есть здесь, в Сальвадоре, как вообще к крипте относится? Смотри, по факту, у меня есть дружище Леха, он сейчас находится, по-любому будет смотреть. Леха, здорово. Он будет смотреть обязательно видео. Так вот, в Канкуне. Так вот, он по факту, он везде делал, где есть возможность сделать фото, вот именно вот эти их будочки, да, такие не будочки, ты проходишь суперселекты где-то, возможность заплатить битком. И самое смешное, что у них есть возможность заплатить битком, но у них не настроен весь интерфейс для этого. То есть нет всего. Там есть, они настроены на свой там Chivo Wallet или еще что-то такое, какое-то местное висячее приложение, которое его все пытаются. Я ничего не хочу сказать плохого про правительство Сальвадора, я здесь живу, как бы там не было, да, грех жаловаться. Но тут есть как плюсы, так и минусы. Всю крипту, которую сюда принесли, по факту, она на спинах бедных людей. Потому что ту часть, чтобы как бы сделать ингресс вот этого всей этой крипты, это же определенные, представляешь, да, это определенные деньги потребовались для того, чтобы вводить эти технологии. Это откуда эти берутся деньги? Мне люди, которые здесь живут, это не мое мнение. Люди, у которых есть бабушки, люди, у которых есть пожилые мамы, неважно, просто какие-то пенсионеры или просто уже люди, у которых, допустим, нет стабильного, хорошего дохода. Они говорят, ты знаешь, у нас медпомощь, да, бесплатная медпомощь, у нас какие-то выплаты определенные, у нас сразу же все это дело подрезалось. И то есть, понизилось? Естественно, то есть какие-то вещи, вроде бы у нас все то же самое, мы ничего не поменяли. Но сделало это так все, что тебе эту услугу, допустим, получить практически сейчас невозможно. И за счет этого высвободилась огромная часть суммы казны для того, чтобы запустить это проектирование. Ну, то есть то, что делалось. Там же много очень проектов. Тот же самый вот этот Bitcoin Beach. То есть какое-то было специальное оборудование, да, то есть закуплено, чтобы это все дело, во-первых, работало. Были конференции различные, где была мировая конференция, я так понимаю, где-то порядка 7 месяцев назад, надо проверять, я не помню точно. Она была в Эльтунко. И я уже тогда был в просадке, соответственно, я не поехал, потому что, я думаю, я лучше $50 закину себе на маржу еще, чтобы у меня еще одну какую-нибудь позицию не ликвиднуло. Думаю, я лучше так посмотрю по телеку, что там происходило. Вот и ребята приезжали, у меня был момент, первую вещь, которую я купил себе в Сальвадоре, и причем купил ее за крипту, и это было необычно, потому что, приехав туда, я никогда не думал, что я буду заниматься криптой. Это необычно. То есть, но ты купил за биток или за... разницы нет. Я купил за эквивалент битка, но я купил за XRP.
У меня изначально я встретил, возможно, этот парнишка будет смотреть, он сейчас находится рядом с Сиднеем в Австралии. Карифан появился просто из Австралии. Мы с ним начали коммуницировать. Понятно, что мой английский, как бы американский его, и как бы больше американский акцент, и его английский именно австралийский, я часто не понимал, потому что у них есть очень много сленга интересного. И мы на этом зацепились, мы что-то угорали, там вместе занимались периодически, там был спортзал хороший на Эскалоне. И в общем у нас вот такая беседа была. И он такой: слушай, а у тебя есть крипта? Ну типа ты купил крипту? Я говорю: знаешь, там пытаюсь торговать на бирже, я уже торговал до этого на бирже, но там такие простые русские акции, там всякая ерунда такая, но не так интересно это было. Я даже на американских акциях не торговал. То есть достаточно просто, никаких таких торгов, то есть обычное выставление лимитных заявок и все, ожидание своего времени, и все, больше ничего такого не было, каких-то торгов реально, как сейчас, да, там что-то делаешь. И ты такой смотришь, и чувак тебе такой говорит: у тебя нет крипты? Я такой: нет. Он говорит: как это? Ты рассказал, я думал, что ты мне сейчас спросишь, у тебя почему нет крипты? А у меня, говорит, есть. Я говорю: окей, а что у тебя есть? Я, говорит, я верю типа в XRP. Знаешь, там какой-то, ты такой сразу думаешь: о, это скорее всего какая-то секта. И такой, знаешь, между делом, пока ты с ними разговариваешь, смотришь, что такое Ripple. И такой начинаешь листать. И ты такой понимаешь, что по факту люди же не понимают, что такое вообще крипта, да? Люди думают, что по большей части до сих пор там порядка 50% думают, что это скам. Так и статистика показывает. При этом люди думают, что это что-то такое далекое. И по факту крипта это тот же самый бизнес. Бизнес только воплощенный в какой-то, ты выпустил акции на рынок. У тебя есть компания, которая позволяет сделать по блокчейну перевод любой суммы, объема денег, неважно, там, от $1, да, который будет составлять, допустим, не одного, там, окей, хорошо, $5, который будет состоять, допустим, из 10 XRP, да, на тот момент. И ты можешь их трансфернуть в любую точку, и человек совершенно с другим банком, совершенно с другим, неважно, просто на какой-то криптобирже получает деньги через 12 секунд. Ни один банковский перевод такой не позволяет делать. То есть люди понимают, то есть ты понимаешь, насколько этот бизнес крут, потому что какие возможности. Если они могут таким образом перевести любой объем денег, то значит можно передать таким образом какой-то объем информации, то есть который будет в себя что-то, какой-то код содержать. Да? То есть ты понимаешь, что это обычный бизнес. Поэтому если ты начинаешь это так воспринимать, ты уже не смотришь на это что-то дикое. Ты уже понимаешь, что здесь оно реально обладает, пускай ты их не держишь, да, вот эти бумажки в руках, но ты понимаешь, что ты что-то берешь. Фьючи ты не берешь, ты берешь контракт. А если ты берешь реальную монету, ты все-таки берешь ее. И как бы не было, да. Окей. А какие цели правительство Сальвадора ставит на биткоин? Что они хотят увидеть? Смотри, сказать честно, не будем плохо говорить о правительстве Сальвадора, но я считаю, что просто-напросто, во-первых, нормально отмыть бабла. А там отмыться бабла очень нормально. Бабло-то там отмоется, я думаю, что не миллионы. Сам по себе проект, он хорош чем? Цель, во-первых, стоит для того, чтобы интегрировать в страну все самое последнее, что есть в мире. Вот это самое амбициозное, то, что мне нравится. Каким образом интегрировать? Это сделать так, чтобы за ближайшие несколько лет сюда инвестиций было столько, что мы сделали такую дробленую часть экономики Китая. Представляешь, часть просто экономики Китая отдробить, и сколько там будет бабла. Вот примерно вот такая планируется интеграция. То есть биткоин, любая, неважно какой вид крипта, это может быть Шибу, это может быть Луна, может быть какая-то, это может быть любая, это может быть эфир, это может быть XRP, это может быть какой-то там ПП, неважно. Монеты с крупной капитализацией, они все будут интегрированы в платежную систему. И то есть ты приходишь, ты поднимаешь свой телефон, да, у тебя до этого ты там Google Pay был, а сейчас ты появился Chivo Wallet. А что такое Chivo Wallet? Приложение, которое было создано не так просто, да, не просто чтобы тебе было удобно заплатить те деньги, которые ты не можешь заплатить, допустим, наличкой, или у тебя в этом нет налички. Или твой банк заблокировал твою карту, потому что тебе исполнилось 46 лет, как мне. И он не заблокировал, тебе
не дают доступ до денег, пока ты не поменяешь, да, свой паспорт физически, да. Чего также может заблокировать? Я почему говорю, нет. Дело другое. Здесь появляется возможность электронного кошелька, но нет альтернативы. Вот это мне не нравится. То есть, если я пользуюсь, допустим, вот здесь, на телефоне, да, я стараюсь торговать все равно как бы с компьютера, смотреть графики. А здесь, по крайней мере, просто смотришь приложение, что у тебя происходит вообще на бирже, да, и ты пользуешься как минимум там 6-7 разными биржами. Для чего? Потому что все знают, что такое P2P. Сегодня здесь ты можешь взять, допустим, $1.01, да, а завтра здесь он будет 1.003 и продать это, допустим, 1.02 на другой бирже. Но я этим не занимаюсь, потому что это тоже надо более как бы крупные суммы. То есть нормально гонять там от 50 тысяч долларов, чтобы у тебя было, и ты можешь вот так вот гонять, да, за круг ты можешь делать. Соответственно, если у тебя эти карты не лочат. Если тебе не скажут, что, братан, извини, что-то ты там бабла много перегнал, дай-ка мы тебе по ФЗ 254, тебя 156-му рубанем и все, и до свидания. Окей, значит, твое видение, что правительство Сальвадора привлекает инвестиции для отмыва бабла. Нет, смотри, это же очень грубо, да, я сказал то, что я думаю. Мы скажем красиво. Да, а вдруг я завтра ко мне приду, да, и скажут: слышь, братан, ты тут недавно интервью давал, мы его посмотрели на испанском языке, ты, казалось, тебе не нравится местная власть, наверное, тебе пора уехать. Нет, мы скажем честно. Следующая страна. Да, следующая страна, да. Не ту страну называли Гондурасом. Нет, ты имеешь в виду, куда я планирую? Нет, я к тому, что... Куда могут отправить? Куда Сальвадор вообще движется с точки зрения биткоина? Насколько они вкладывают в экономику страны, что-то развивается, дороги строят, что развивается? Нет, естественно, смотри, ты сейчас зайдешь в центральную часть Сальвадора. Я помню, что это было практически 2 года назад. И в каком-то месте, да, идешь, ты такое ощущение, что ты пройдешь не в центре, а ты в каких-то фавелах, знаешь, там реально идешь, думаешь, сейчас тебя здесь поднасадят на ножичек. Ты такой идешь, думаю, нифига там, чувак такой просто пролетает, такой, там раз такой шум, и аромат вот это, знаешь, прям ромовый аромат, только вот это чумака, знаешь, что такое чумака? Чумака это у них сленг, это типа там парняга это который уже маленько поднаджарил уже маленько, и он уже кое-как на ногах не стоит, и он еще несется, такой, знаешь. Вот, и фишка, вот эта бутылочка продается там за $1,5-2. То есть человек насадил, и он несется. Это примерно как гопник в России, то же самое, и ты такой думаешь, вау, такой думаешь, и потом и ты выходишь, сейчас уже этого нет. То есть эта часть, понимаешь, улицы расстроили реально, они там все перекопошили, то есть там за полгода, да, реально центр там очень здорово, много чего сделали. То есть много где сделали, Сальвадор Эль Мундо, допустим, да, сам памятник, вокруг там сделали очень много, и фонтанов, всего. То есть понятно, что облагораживание города идет. Деньги, видно, что нет, конечно, нет там отмывания денег. Есть, в любом случае, просто есть свои темные стороны, как и в любой стране. В нашей стране, да, в которой мы изначально родились, и наша страна, в которой мы выбираем себе на данный момент для жизни. У них есть и серые, то есть нет черных и белых. Есть и серые тона, есть и яркие краски, есть и темные краски. Вот так. То есть тут как бы, я считаю, тут много чего сделано, конечно, было. Ты сам откуда приехал? И город Пермь, получается, родился в городе Добрянки. Маленький городочек, один из самых крупнейших 10, в общем, гидроэлектростанций в России, Пермская ГРЭС. Вот. А больше времени, получается, в город Перми, и остальное время как-то уже ездил по миру, то есть там какое-то время жил в Европе, какое-то время уже начал жить, где-то немного пожил в Азии, так вот. А здесь ты легализован? Смотри, на данный момент официально нет. У меня есть часть легализации, которая мне позволяет спокойно находиться. И был момент, я просто, хорошо скажу, по легализации полностью. То есть у меня есть НИД, такая карточка, это как социальная карточка. То есть говорит о том, что ты, когда ты за что-то платишь, то все-таки с тебя, да, там какой-то там вот этот процент, ты такс какой-то платишь, что ты в стране свои деньги оставляешь.
Тебя могут предъявить, допустим, спросить, а где ты счета за телефон, допустим, или где ты живешь, или, к примеру, что ты покупаешь, да, то есть ты можешь это предоставить. У меня есть эта карточка, и, соответственно, бумаги поданы для, получается, темпораль, ну это как temporary residential, вот, то есть у тебя как временный вид жительства, ты должен оформить, соответственно, заплатить за него как не латиноамериканский представитель, да, ты должен заплатить за него $140 официально через представительство, $140 в год. Либо ты можешь сразу, допустим, как скидос такой, $240 за 2 года. Вот. Но фишка в том, чтобы тебе это легально сделать, самый быстрый способ – это брак, второе – открытие своей компании, и третье – это рабочий контракт. Четвертое мне не подходит, потому что мне надо тогда договор с каким-то университетом. Ну, сейчас уже можно сделать, потому что у меня есть знакомый университет, но до этого это не подходило. Соответственно, я делал изначально, так как у меня нет испанского, да, на тот момент, когда я заехал, да, я делал себе, получается, как открытие компании. Ну и маленечко это все с документами из России все затянулось, маленечко сейчас уперлось это в финансовую сторону составляющую. И то есть я как бы условно полулегально здесь живу. То есть если меня остановит полиция, был момент ночью, я иду, это недалеко было от Эскалона, была встреча с ребятами, какой-то был нормальный бар, Сербисерия Лавенти. И просто была просто какая-то вечеринка, меня пригласили ребята, типа, приходи, сегодня там, ну, поугараем, окей. Потом хотели в караоке еще сгонять. И, в общем, я опускаюсь вниз, дорога все вниз идет, вниз. И я начинаю здесь проходить, и здесь полуоткрытый люк. Я такой, блин, что за фигня? Я такой перепрыгиваю этот люк, еще не долетел, и меня практически такие, Оля, дискульпа. Тачка останавливается прямо на скорости, представляешь? И такой пикапчик этот полицейский, оттуда выскакивает тетенька, ну, женщина, девушка. Из люка? Нет, вот прямо с этого, не с люка, вот с этой штуки получается вот пикап, открытый пикап. То есть они прямо, да, не соскакивают, это же не танк, ты чего? Да, ну нет, у нее вот она прямо, да, у нее коротыш, кстати, здесь коротыш типа АК-47, АКСУ, типа АКСУшку, только у них местная вот это, что-то типа УЗИшкой какой-то. Здесь у нее, соответственно, ствол, она это держит, она спрыгивает и, видимо, что-то не подрасчитала, она не знала, что здесь люк. И я эту тетеньку, в общем, практически выхватываю, то есть я практически ее делаю непоправные действия. И у меня, получается, рука соскальзывает, одна рука у меня, получается, на ее попе, оказывается, вторая, я чуть ли не хватаю ее за грудь, я пытаюсь ее спасти от этого люка. И она понимает, то есть в какой-то момент у нее, ну вот, я в темноте увидел краску на лице, я понимаю, извините, ну такое, дискульпа, она понимает, что я ее просто оттолкнул от этой ямы, что она не видела, когда спрыгивала. Такая раз, ну и такая, и все, и затроила. То есть она мне конкретно что-то хотела спросить. Я такой, окей, прегунта. Ну что спрашиваете? Она такая, не сделали паспорта? Окей, una seconda. Mira, yo no tengo el pasaporte, yo tengo solo la foto, porque ahorita tiene NIT, tiene todos los документы по резиденции, все, я начинаю рассказывать, у меня это все есть, но паспорта у меня с собой нет, я не имею привычки носить с собой дорогие вещи такие. Их можно потерять и так просто не вернуть. Она такая, окей. И подходит, получается, Летеха. Летеха подошел, она стоит, вот, ну, то есть, цено какой-то опаска, да, она стоит, вот, рука она здесь. И я понимаю, это просто как бы условия, видимо, насколько эта страна стала безопасна в этом плане, да. Почему? Потому что все, вот, как сказать, праздношитающие какие-то где-то так и похожие на каких-то необычных, то есть не необычных жителей, они будут остановлены. То есть он может быть также и драг-дилером или еще кем-то. Он может быть там каким-то, ну, человек, который разыскивает Интерпол, к примеру. Был такой чувак, была история. Если потом как-нибудь мы об этом поговорим. Вот, и в общем, и ты такой раз, и тебя проверяет, и этот Летеха такой смотрит на тебя вроде бы. Я объясняю, и в итоге он как бы ее немножечко так, как просто двигается, и она начинает отдвигаться назад. У них, видимо, это такая задача, то есть, чтобы был угол обзора, да, нет ли еще людей, то есть, вот так вот это. Все, типа, меня держат на мушке. Он такой смотрит на эту штуку. И я показываю просто сольвенси. Что такое сольвенси? Ты приходишь в местное отделение полиции,
И ты делаешь такое, тебя фотографируют, примерно камера стоит, тебя фотографируют, и выходит такой листочек, что у тебя здесь, на территории Эль-Сальвадора, никаких проблем с полицией нет. Это делается для того, когда ты уже живешь здесь, находишься больше 9 месяцев, для того, чтобы тебе получить вот именно право на жительство, да, первичный документ, который у них же, это сольвенция. И вот в этой сольвенции, соответственно, твое лицо есть. Так вот, когда ты платишь, у тебя есть такой вот как бы значочек, знаешь, как раньше там каждому марочку давали, только большой. И написано там что-то какие-то $2,5, что ли, вот ты типа заплатил. Он такой, esta, amigo, está muy buena, porque esta, soy la buena persona que, no importa, voy a venir de Salvador. Все, понимаешь? Меня никто там не вытряхнул всю душу, почему у меня нет паспорта, почему у меня нет копии паспорта, почему я даже фото этого паспорта не показал, потому что у меня интернет отвалился, и я до Google диска не мог добраться, окей. И все, и ты идешь спокойно опять, у тебя в кармане ничего нет. Ну, то есть здесь безопасно в Сальвадоре? А страна сейчас стала, ну, я тебе рассказал предыдущие страны, страна стала одна из самых безопасных из всех стран, которые... вообще, ну, по крайней мере, пока я посетил в Латинской Америке. Это по факту есть, да. Окей. А ты здесь сталкивался с медициной? Обращался за услугами? Да. Кстати, реально, если у тебя есть терпение, понятно, что если ты обратишься, примерно, как у нас в советское время, да, было, ты высидел там очередь, тебе помогут доктора. Я не скажу, что у меня что-то серьезное было. Зубы я все-таки какие-то деньги находил, я лечил себе за деньги. Но... Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Для кого-то Латинская Америка – это расслабон по дикой, а для кого-то это, наоборот, знаешь, такое кипение, бурление, одновременно и работа, и одновременно кайф. То есть здесь вот эта совокупность котла, хорошего котла, знаешь, какого? То, что в этом котле ты найдешь как радость, так и сопереживание, и так просто-напросто, как, допустим, серьезную работу, так и серьезный отдых. И это будет все близко. Потому что, опять-таки, может, обратимся к слову интегрирования, да, но ты как бы сам интегрируешь вот это, и ты приезжаешь, получается, в то место, где все рядом. Рядом океан, рядом самый центр города, где, не знаю, со всего мира уже приезжают люди. Там был, получается, кто у нас там, международный конкурс красоты, то есть, соответственно, здесь также проводился. Это серьезные вещи, то есть какие-то чемпионаты. То есть это вроде бы какая-то маленькая страна, которая раньше, я даже не слышал о ней. И ты такой думаешь, вау, такой, окей, значит, я все-таки сюда не так просто попал, знаешь. Какие минусы этой страны? Ну, минусы, смотри, вот всегда, в принципе, так же, как ты по Москве, да, ходишь, вот первоначально просто-напросто очень много, где службы не справляются с уборкой мусора, это естественно, но, опять-таки, достаточно все быстро убирается. Вот. Кому-то, может, какие-то изнеженным ребятам, которые привыкли жить в Европе, и где-то это покажется, знаешь, такая скомина. Но твои минусы какие? Мои минусы больше то, что все-таки в плане... Это не только здесь, кстати. Это вообще для Латинской Америки. Минус то, что сами сервисы работают все медленнее. Это раз. Ну, я не буду говорить сейчас про такси-сервисы, здесь они все-таки начали расширяться. И как-то начали работать более сервисы доставки. Здесь я считаю, что тяжеловато с интернетом. Он, конечно, дешевле, чем где-то, но тоже очень много где просто у тебя рубит, у тебя нет нормальный коннекшн. Вот для меня очень важно все равно сеть поддерживать, потому что если ты чем-то занимаешься серьезно, тебе надо, чтобы ты был в сети. И когда вот так вот начинают вырубать, и просто ты видишь, что окей, 4G, а 4G-то нет по факту. Антенна куда-то ушла в другое направление. Вот, то есть, но это опять-таки сугубо, так сказать, это не постоянно, это определенные моменты, да. Медленно работают службы какие-то, то есть миграционными, да, какие-то службы. Ты можешь в какой-то офис прийти, тебе достаточно быстро все объяснят. И в другой ты придешь, ты как будто пришел, не знаю, в какое-то средневековье.
на тебя там смотрят, типа, что тебе это вообще надо здесь, гринго? Давай вали отсюда, в общем, у нас там свои проблемы, люди голодают, понимаешь? Вот. И как бы здесь минус то, что цены есть на определенные вещи, на электронику, допустим, на электронику, определенную одежду, определенные товары, электронные товары, цены выше будут, чем в Штатах. Я точно это знаю, потому что у меня племяшка живет уже, гражданка Соединенных Штатов Америки, около 12 штатов, где у меня есть друзья в Соединенных Штатах. Я знаю цены вообще по штатам, какие цены. И ты знаешь, что цены на электронику выше, чем там, при этом у людей их профит, их вообще, их просто salary monthly less than $100. Как это может быть? Ну, там меньше, чем $350, там, меньше, чем $300 зарплата. И цены, если ты просто посчитаешь в магазине цену на семью, то тебе просто даже на еду не хватит этих денег. То есть, понятно, люди выкручиваются каким образом. Есть Mercado Nocturno, то есть ты приходишь туда, цена будет на все минимум уже 2 раза дешевле, чем в этом супермаркете. Но если ты еще становишься немножечко испаноговорящим, ты уже еще эту цену можешь ронять. Ну, то есть просто пообщался, ребята, ну посмотрите на меня, я студент, у меня денег так же, как и у вас, сирота, нет. И все, понимаешь? И такие люди, окей, тебе, нормальные люди, потому что люди с большой душой. Ты покупаешь что-то, купил что-то больше, тебе сделали скидку, и ты, сэкономил там, не знаю, на 2-3 приема пищи, понимаешь? Мне много так не надо, я сам себе готовлю, то есть как бы мне этого достаточно. Поэтому как бы есть огромные плюсы, есть не огромные, есть минусы. Как в любой стране, я не знаю, я нигде в Латинке не видел страну идеальную для проживания. Ее вообще в мире нет. Нет таких стран. Я, конечно, не был во всем мире, но тем не менее. Твои рекомендации людям, которые думают либо хотят переехать в Сальвадор? Мои рекомендации в первую очередь, ребята, не надо бояться. Это раз. Потому что можно рекомендовать. Так, давайте все сюда, у нас тут вечеринка крутая для Сервисея Венти. И como la salsa, и мы бачата, или тома сервисита. Мы можем все встретиться, да, там тусануть, там что-то. Тут весело, реально. Тут весело. То есть, если ты приезжаешь, с какой целью ты приезжаешь? Ты приезжаешь, есть несколько целей. Вот чем ты больше общаешься с людьми, вот те люди, которые реально хотят приехать, тем ты больше понимаешь, насколько у людей потребность в этой новой стране может быть разной. Кто-то приезжает с культурной составляющей. Здесь есть что посмотреть. Здесь есть очень крутые места. Тут даже один только бар люди ходят не для того, чтобы туда напиться или выпить или еще что-то. Они приходят посмотреть то, что было 110 лет назад. Клуб Делайла. Вот. Ты приходишь туда, там винтажное все, то есть там эти граммофоны стоят, эти телефоны старые, есть эти старенькие пулы, где ты можешь бильярд погонять, то есть люди приходят туда посмотреть эту часть культуры, которую нигде не увидеть. Ты можешь увидеть только на картинках, и здесь были король, тут приезжали какие-то крутые звезды, тут были еще кто-то. То есть это интересно просто этим. Есть своеобразная архитектура. Я не скажу, что там прямо ты увидишь архитектуру, которая есть в Европе, да. Но тем не менее она своеобразная, она аутентичная. То есть то, что ты нигде не увидишь также. Вот. Людям, которые хотят сюда приехать, во-первых, я могу посоветовать точно, что они здесь все найдут в одном месте. В плане чего? Ты найдешь место, где провести время культурно. Это может быть театры, это будет очень даже недорого. Ты можешь сходить в театр, тем более, когда ты купишь именно онлайн, а не так, как там что-то в 2 раза наценка за покупку билетов в кассе. Вот. Ты можешь прийти в любые музеи, там арт, еще чего-то. Ты можешь просто погулять вечером по городу, можешь сходить на вулкан, посмотреть на Мирадор, там же сделать какой-то шашлык, погонять в пинбол. Можешь просто какую-то часть города в какую-то маленькую кофейню зарядиться, посидеть, поиграть с ребятами в компьютерные игры, к примеру, даже так. То есть как будто в Штатах где-то находишься. Вот. И одновременно ты через час, даже учитывая, что ты используешь автобус, solo 3 кора, все, что нужно ребятам первое знать, una кора, 25 центов.
25 centavos. Вот это местное слово, которое практически везде ты можешь заплатить за автобус 25 центов. Понятно, что до пляжа он тебя довезет за час, ты заплатишь 69 центов. Ну, отдашь 70, черт возьми, 1 цент можно подарить ребятам. Вот. И есть другой автобусик, $1,5, но быстро тебя доставят. Маленький, но быстро. И с этим, как сказать, с кондиционером. То есть, понимаешь, ты, живя даже в городе, ты через час уже на океане. Все. И возвращаясь обратно в город, ты через полчаса на каком-нибудь из вулканов, ну, на вулкане или на какой-нибудь горе. То есть настолько оно все сразу multicultural. Единственный, может, недостаток, я говорил, то, что цены все-таки для Латинской Америки это, ну, дороговато здесь, в любом случае, потому что цены приближаются к Штатам по многим вещам. Вот. Кроме еды. Еда, конечно. С чем это связано? Почему цены дорожают? Цены начали дорожать автоматически, как только люди поняли, что сюда уже стало безопасно приезжать. И я думаю, люди это поняли уже 3 года назад. Уже 3 года назад страна поменялась, меня еще здесь не было, но мне ребята, которые здесь прожили уже 10 лет, это говорили. Потому что своим-то точно буду верить. Я не знаю, что там, кто, ну, любой может что-то рассказывать, но страна за 3 года поменялась. И то есть, если раньше, допустим, недвижка на берегу океана, к примеру, тот же самый Элизонте, ты мог взять, к примеру, даже какой-то небольшой домик за $35 тысяч, да, и это будет прямо практически первый, ну, вот прям вид океана. Сейчас такая недвижка будет стоить 150 тысяч. То есть цена в месяц, она, допустим, то есть она в год она могла подняться, допустим, на 15-20%, а на следующий год поднялась уже чуть ли не на 50%. И в общей сложности, совокупности она поднялась более чем на 300%. То есть, соответственно, если человек приезжает, представь, ты приехал, у тебя только сумма инвестиций там чистых, безо всяких налогов, чистых $500 000. Ты можешь себе позволить спокойно там купить продукты там на ежесуточная корзина там на $30 ты не разоришься нифига. А для человека, который живет здесь, $30 это для него практически 1/10 часть его зарплаты. Вот и смотри, то есть вот в этом есть как бы свои минусы. То есть ты должен понимать, что чему ты... То есть ты едешь, если у тебя есть сразу же план, как ты будешь работать, да, или ты не хочешь работать, просто приехал отдохнуть, это одно. 2 варианта. Ты, обладая, допустим, знанием языков, ты можешь работать в каком-то колл-центре, да, и получать достаточно неплохую зарплату даже для своих мест, да, там, даже для России, там, $800, $1000, может даже больше, в зависимости от компании. И работать, но ты будешь работать, ты саму страну так уже не будешь видеть, ты будешь достаточно серьезно работать, надо будет работать. Вот. Либо для чего ты приезжаешь, то есть надо понимать, для чего ты приезжаешь. И ты можешь настроить себе так, что это будет отдых очень экономичный, как у меня. Я могу отдохнуть, я могу прожить, ребята, смотрите, Орел и Решка, сколько-то они там, $100 на 2 дня? Не знаю, сколько. Я просто, мне надо вспомнить. Я, кстати, вот эту тему хотел сестре рассказать. Она мне посмотрит и скажет. Так вот, если ребята проживали на $100 за 2 дня даже, у меня был момент, какой-то момент. Ну да, наверное, я все-таки сделал какие-то инвестиции, то, что у меня все-таки было где остановиться поспать, наверное, у меня палатка была. Но не то, что там момент был, у них была какая-то палатка. Вот. У меня был момент, то, что я за 4 дня я потратил $25. Вот попробуйте на $25 прожить в Латинской Америке. Я могу прожить. Вот. Просто надо понимать, как ты это делаешь. А в принципе все достаточно просто. Не надо много понтов, надо быть всегда с людьми одного уровня. Не надо показать, что ты выше их чем-то, ты белее там. Ты якобы такой турист, приехал, вот вы помогите мне все, вы всеми чем-то обязаны. Надо уважать эту культуру, надо уважать эту страну. И эта страна тебе даст больше, чем она дает больше, чем ты в нее вложил. И это как бы немножечко такой раз сердечко такое застучало больше. Но это искренне, то есть это я не пытаюсь иронизировать, так и есть, потому что люди здесь очень хорошие. Факт это. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.